Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня готовлю очень скоростной десерт. Этот десерт из серии кексы в кружке. А если к нему еще добавить ягоды, то получится кекс с конфитюром. Для десерта понадобится любая ягода, большая горсть, немного сахара, какао, яйцо, яблоко, сливочное масло, крахмал, разрыхлитель, рисовая мука и кукурузная мука. Для начала займусь яблоком. Я его очищаю, удаляю сердцевину и натираю на средней терке. Яблоко я беру небольшое. Если у вас яблоко крупное, то используйте половинку. В яблоко добавляю яйцо и взбиваю. Сливочное масло растапливаю в микроволновке. А в это время добавляю все остальные ингредиенты. Всыпаю какао половину столовой ложки с горочкой, по столовой ложке рисовой и кукурузной муки. Добавляю разрыхлитель и перемешиваю. Смотрю на консистенцию. При необходимости добавляю еще муки. Это будет зависеть от сочности яблока и размера яйца. В итоге у меня ушло 4 столовые ложки муки. И на данном этапе добавляю растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваю. Чашку, в которой буду запекать десерт, смазываю сливочным маслом. И на дно выкладываю замороженную клубнику. Я ее не размораживаю. При необходимости можно добавить сахар. В сам кекс сахар я не добавляю. А ягода у меня кисловата, поэтому сюда сахар я добавлю. И сюда же отправляю чайную ложку крахмала. И все перемешиваю. На ягоду выкладываю тесто и разравниваю. Убираю в микроволновку на 3 минуты. Вам может понадобиться либо больше, либо меньше времени. Зависит от мощности микроволновки. Кекс готов, и пока он горячий, я его перекладываю на блюдо. Получилась вот такая красота. Десерту нужно обязательно дать остыть. Кекс можно украсить мятой и посыпать сахарной пудрой. За счет крахмала из ягоды получается своего рода конфитюр. И очень удобно, что это все готовится одновременно. И конфитюр не нужно отдельно варить. Кекс получается очень пышный, воздушный и сочный за счет сливочного масла. Этот кекс я пробовала с разным маслом, но со сливочным получается всегда самый удачный вариант. И, кстати, с кокосовым маслом тоже получалось неплохо, только с его количеством надо поэкспериментировать. Вот такая мега быстрая вкуснятина, обязательно попробуйте приготовить. Если вам был полезен рецепт, поддержите меня лайком, пишите комментарии. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!